День 1682. Алекс на связи. Конечно, в умном доме очень легко и просто использовать готовые решения. То есть можно покупать устройства разных экосистем на разных протоколах, и на Wi-Fi, и на Zigbee, и от TUI, и от Xiaomi, и от Яндекса, и Кара, и можно и других. И все это интегрировать и заниматься только тем, что из готовых компонентов делать умный дом, строить. Это, конечно, тоже достаточно сложно, нужно много изучать, много пробовать, много экспериментировать, но есть еще способ, как вообще пойти на следующий уровень, так сказать, и понять, а эти устройства, они почему такие, почему у них какие-то свойства, какие-то функции определенные. И для этого очень удобно использовать там микроконтроллеры Arduino или есть аналоги разные там типа ESP. Эти микроконтроллеры, они позволяют там программировать их определенным образом, подключать к ним разные датчики в там разных комбинациях и пробовать сделать какие-то либо базовые сценарии прямо на микроконтроллере, либо используя какие-то средства связи, уже там интегрировать их в систему умного дома. Я начинал там экспериментировать умный дом на Arduino. Это фактически микроконтроллер, основная плата этого Arduino Uno. На ней там она достаточно большая, вот, но с ней удобно экспериментировать, там тоже удобно все подключать к ней. У нее есть там и контроллер определенный, встроенный для подключения к компьютеру, и можно там через компьютер к ней подключаться, программировать ее и также обмениваться с ней информацией. То есть это в принципе интересно. То есть можно к ней подключить какой-нибудь датчик температуры, например, и влажности, самый простой там DHT-11, например. И тогда будет видно, что там меняются какие-то значения, запрашивать там с помощью разных библиотек, запрограммировать. И прямо на компьютере можно будет просматривать, строить графики и какое-то управление делать этими данными. То есть, например, можно там, если подключить к этому Arduino там светодиоды, то можно разные там включать, выключать светодиоды. Можно подключать много датчиков разных, то есть можно, например, подключить там цифровые индикаторы или там какие-нибудь, даже я покупал LED-дисплеи небольшие, и на них тоже выводить информацию различную. То есть, в принципе, вполне полноценное решение. Понятно, что там много разных датчиков есть, допустим, датчики ультразвуковые, обычно в всяких комплектах идут, в наборах разные датчики. Это датчики температуры, влажности, датчики, разные кнопки, разные реле, там небольшие, там даже сервоприводы есть, ультразвуковые датчики. И там можно еще также подключать там небольшие такие динамики, светодиоды. В большом количестве можно подключить, не очень мощных. Там есть определенные ограничения. И, конечно, можно там этими светодиодами тоже там включать, выключать их, какую-то информацию показывать. То есть поэкспериментировать можно сделать очень много разных интересных вещей. И сейчас еще тоже есть продажи там другие версии. В основном я в последнее время покупал это Arduino Nano. Это такая плата, она чуть побольше. Понятно, что есть оригинальная плата, есть аналог китайский. В принципе, работа не одинакова. И на этой плате, конечно, можно там, она более компактная, ее можно уже такой в breadboard включить, воткнуть и, соответственно, там делать некоторую обвязку. То есть прямо на этой макетке можно там всякие включать светодиоды, подключать, там резисторы нужно устанавливать. То есть полноценно можно собрать устройство. У меня большая часть устройств так и до сих пор работает, просто собранные на макетке,
Конечно, там соединение не самое надежное, но для каких-то базовых сценариев оно вполне подходит. Макетки бывают разного размера, побольше, поменьше, бывают вообще огромные. То есть можно большие сложные схемы собирать для управления. Есть еще Arduino Micro, который есть еще возможность вообще подключаться к компьютеру по USB, и тогда она может еще эмулировать работу там, клавиатуры или мышки. То есть это тоже большие возможности дает. Там можно какие-нибудь управление компьютером сделать через этот микроконтроллер. Но у всех этих Arduino простых микроконтроллеров есть ограничение, то что нет нормальной связи. То есть, конечно, можно приобрести там какие-нибудь платы дополнительные, которые позволяют взаимодействовать. Есть, которые там по Zigbee можно взаимодействовать, есть модули по Wi-Fi. Это по сути те же самые ESP, допустим, там ESP 0.1, она как раз может выступать как с полноценный микроконтроллер, так и в качестве просто передатчика по Wi-Fi. Ну, либо использовать там передатчик на частоте 433 МГц. Это тоже очень удобно, это очень простой протокол, простое взаимодействие, вполне надежное на не очень больших расстояниях. Это и при качественном питании это хорошо позволяет сделать передачу. И я очень много устройств сделал и использую, которые именно работают по частоте 433 МГц. Но если уже там говорить именно о полноценном создании каких-то датчиков для системы умного дома, то, конечно, следующим шагом это просто использовать этот микроконтроллер ESP уже сразу как основной, собственно, устройство. То есть и к нему также можно подключать разные датчики. Даже простой микроконтроллер ESP 0.1 имеет уже и достаточно памяти много на борту. И у него есть там, по сути, 4 пина свободных. Можно подключить несколько разных датчиков. Например, я подключал 4 плату с 4 реле. То есть, по сути, такой простой микроконтроллер, он размером там сантиметр на сантиметр всего лишь, позволяет полноценно уже 4 реле управлять. То есть, это тоже очень неплохое решение, и запрограммировать его нисколько не сложнее. То есть та же среда Arduino IDE позволяет также программировать эти микроконтроллеры, по сути, на том же языке и практически на тех же библиотеках. То есть это тоже такое решение. То есть не обязательно сейчас там использовать какие-то Arduino, можно сразу начинать работать с ESP. Для ESP там есть возможность просто писать какие-то варианты своих программок, то есть там полноценно можно там подключение Wi-Fi модуль сделать, потом по MQTT настроить обмен, подключение к брокеру или там веб-страницу какую-то отображать для управления или веб-хук какие-то обращаться, там подключаться к каким-то сайтам или там к системе умного дома. И тогда такое устройство, оно полноценно будет частью умного дома. Конечно, ESP и Arduino, они в основном работают в сети. От батареек это уже надо будет рассматривать микроконтроллеры, которые с низким потреблением. И тогда на них тоже можно будет сделать уже какие-то отдельные датчики для системы умного дома. Но на ESP там, в принципе, есть еще ESP Home, такая библиотека, она позволяет очень просто настраивать и конфигурировать, и она полностью там очень достаточно сильно интегрирована с Home Assistant. То есть можно скачать там специальный загрузчик сначала, его устанавливается один раз он на этот микроконтроллер ESP. И дальше уже через веб-интерфейс можно там делать какие-то настройки или там в специальном языке, по сути, аналогично как YAML, можно там написать разные структуры, то есть какие там порты, для чего используются, какие датчики к этим портам подключены. И тогда
компилятор, он уже соберет правильную, там, подтянет правильные библиотеки, соберет правильную программу и, по сути, ее через Wi-Fi удаленно загрузит на этот микроконтроллер обновления. И после этого там, Home Assistant он сразу видит эти уже устройства автоматические и уже все датчики, все нужные библиотеки сразу корректно обрабатывают. То есть это очень простой способ, практически там несколько нажатий кнопочек уже взять устройство и его интегрировать прямо в экосистему, и причем будет все работать вполне корректно. Например, у меня на базе такого микроконтроллера, правда, там ESP32 используется, но это не суть важно. То есть там у меня как раз сделан еще BLE шлюз, то есть который позволяет по Bluetooth устройства разные там подключать и к этому микроконтроллеру, а он уже отправляет информацию там, в Home Assistant. И дальше уже я уже обрабатываю там, в системе умного дома с помощью разных там своих скриптов или внутри этой системы уже все эти данные и выполняя разные там интересные сценарии, связанные с этим. То есть это тоже очень просто и совсем там несложно разобраться. Ну и даже сейчас также есть еще возможность покупать похожие микроконтроллеры, которые работают по Zigbee. Сейчас пока полноценно нету для Arduino библиотек для программирования, то есть там используется немножко другая платформа для программирования, и она, в общем-то, посложнее. Но тоже можно уже купить другой микроконтроллер и уже прямо для Zigbee сети делать полноценное разные устройства. То есть это тоже очень интересно, интересное направление. И, конечно, такие самодельные устройства, они обладают гораздо большими возможностями, то есть не надо там думать, какие параметры там у заводского, пытаться как-то с ними там ужиться, если там какие-то ограничения, что-то там работает с какой-то задержкой или как-то неправильно, то вроде как уже исправить очень сложно. Здесь можно спокойно там переписать код, сделать так, как надо. У меня, например, такие микроконтроллеры, там программы, например, они совсем по другим сценариям работают, то есть они какую-то предварительную информацию тоже обрабатывают, они просто там отправляют сразу все в умный дом, то есть они гораздо быстрее в этом случае срабатывают, это тоже очень интересная вещь. И, конечно, сейчас еще для таких самодельных устройств очень много появляется новых интересных датчиков. Например, сейчас появился уже микроволновый датчик, который тоже полноценно можно подключить прямо к Arduino или там к ESP и уже тоже сделать нормальный там датчик присутствия, который, в принципе, по характеристикам будет такой же примерно, как датчик от TUI. То есть он, в принципе, будет видеть и расстояние до объекта показывать, и дальность действия у него тоже такая же, примерно там около 9 метров. То есть это полноценное устройство, и стоит оно очень дешево. И, конечно, всегда можно еще и там дождаться какой-то распродажи или купить там какой-нибудь набор, и будет подешевле. И действительно уже можно будет собрать устройство, которое умеет и там и определять, допустим, по инфракрасному датчику движения, еще и плюсом по микроволновому датчику движения, и там еще какие-нибудь события обрабатывать, например, освещенность в комнате или какие-то другие сценарии. И это, конечно, очень сильно расширяет и двигает вперед, в принципе, всю эту текущую технологию, там, которая сейчас для умного дома используется, и не обязательно ждать, пока там какие-то производители сделают свои новые там датчики. То есть это гораздо интереснее для умного дома.